Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре крейсер 10 уровня Содружества Брисбен. Крейсер во многом схож с Минотавром, но есть и существенные различия. Многие из нас его получили в период игрового события Повелительница морей. Сейчас Брисбен доступен в Адмиралтействе за 252 тысячи угля. Сегодня разберем характеристики крейсера, определим его сильные и слабые стороны. И, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. И посмотрим на цифры статистики по крейсеру за последние 28 дней. Среди всех крейсеров 10 уровня Брисбен входит в десятку лидеров по проценту побед и занимает средние позиции по количеству уничтоженных кораблей и опыту за бой. Но вместе с тем крейсер находится на последнем месте по среднему урону за бой. Крейсер имеет невысокое количество очков боеспособности на уровне 43 300. Противоторпедная защита крейсера всего 13%, что гарантирует полный урон при попадании торпед. Брисбен, по сути, совсем не имеет бронирования. Толщина бронирования цитадели всего 101 мм. И, к сожалению, цитадель немалых размеров и торчит из воды. Бронирование обшивки и палубы в носовой, центральной и кормовой части всего 16 мм. И никуда не делись надстройки с толщиной бронирования всего 13 мм. И такое бронирование абсолютно не способно сдерживать урон. Возможны частые ваншоты и ранний уход в порт. И, пожалуй, именно частые ваншоты сильно режут показатель среднего урона за бой в цифрах статистики. Брисбен имеет одну из лучших на уровне маскировку. Прокачав перки капитану и установив модернизацию, получим 9,8 км заметность кораблей и 6,9 самолетов. И такая маскировка позволит не попадать первым за свет и быстро выходить из-под огня противника. Базовая скорость хода 33,5 узла, что крайне мало на уровне. А вот радиус циркуляции 750 метров и время перекладки рулей 10,4 секунды дают вполне хорошую маневренность. Перейдем к орудиям. 10 орудий в 5 башнях с калибром 152 мм и невысокой дальностью стрельбы 15,8 км. И такой дальности с учетом отвратительной живучести крейсера часто будет не хватать. Снаряды имеют низкую скорость 768 метров в секунду, а баллистика ужасная. Орудия с высокой скоростью перезарядки 5 секунд размещены в шустрых башнях. 10 орудий с невысоким уроном фугасных снарядов 2150 единиц и бронебойных 3200 выдают низкий вес залпа и средний ДПМ. Улучшенное пробитие бронебойных крейсеру не завезли, в силу чего основные снаряды это фугасы с бронепробитием 30 мм и невысоким шансом пожара 9%. И чтобы набивать хороший урон, крейсер должен концентрировать огонь на зонах со слабым бронированием, разводить на пожары и при этом в первые минуты боя не отправиться в порт. Противоминный калибр крейсеру тоже не завезли. Торпедное вооружение крейсера представлено 4 пятитрубными торпедными аппаратами, по 2 аппарата на борт с возможностью потрубного пуска. Характеристики торпед следующие. Максимальный урон каждой торпеды 16 767 единиц. Замечательная дальность хода торпед 13,5 км часто позволит совершать инвизные пуски. Скорость хода торпед одна из лучших 65 узлов. Заметность торпед средняя 1300 метров.
и время перезарядки 131 секунда. Таким образом, крейсер получил торпеды с хорошим уроном, высокой дальностью хода и скоростью, а патрубный пуск предоставляет все доступные опции. Здесь и возможность загнать всю пачку торпед в нос любителям постоять, и пуск торпед с неограниченным по ширине веером, и возможность проспамить абсолютно все ожидаемые маршруты продвижения. Брисбен, в отличие от Минотавра, получил авиаудар с дальностью сброса 8 км, который гораздо эффективнее, чем глубинные бомбы. А потенциал урона стандартный. Максимальный урон бомб 4900 единиц. И к сбросу готовы 2 звена с одним самолетом. А количество бомб на самолете 2. И таким авиаударом мы будем топить подводную лодку. В отличие от Минотавра, ПВО крейсера представлено двумя аурами. Средняя аура с радиусом действия 4 км и уроном 588 единиц. И дальняя аура 6,9 км с уроном 133 единицы. ПВО крейсера действительно мощное, имеет большой радиус действия и урон, и вполне способна противостоять авикам 10 уровня и даже суперавианосцам. Перки командира одновременно усилят и вооружение, и живучесть крейсера. Первый перк – торпедист, повысит скорость торпед на 5%. Второй перк – мастер перезарядки торпед, ускорит перезарядку торпед на 10%. Третий перк – суперинтендант, увеличит количество расходников, ремонтный дивизион, гидроакустический поиск и РЛС. Четвертый перк – мастер маскировки, снизит заметность на 10% и повысит живучесть крейсера. Ну а дальше можно изучить следующие перки. Пятый перк – отчаянный. Крейсер активно теряет боеспособность, чем разгоняет потенциал урона вооружения. Шестой перк – мастер борьбы за живучесть. Увеличит количество очков боеспособности, что позволит крейсеру дольше жить и быть более эффективным. Седьмой перк – увеличенный заряд взрывчатого вещества торпед. Увеличит урон торпед на 15%. Восьмой перк – взрывотехник. Увеличит вероятность поджога и радиус взрыва глубинных бомб. На крейсер я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилить живучесть главного калибра и торпедных аппаратов. Второй слот – особая угольная модернизация, поисковая РЛС. Сделает крейсер более эффективным. Как вариант, в этот слот можно установить модернизацию защита машинного отделения. Третий слот – система наведения. Повысит точность орудий главного калибра. Четвертый слот – рулевые машины. Наиболее интересная модернизация из доступных в этом слоте. Пятый слот – система маскировки. Повысит выживаемость крейсера и иногда позволит действовать более остро. Шестой слот – система управления огнем. Увеличит дальность стрельбы орудий и сделает ведение огня более безопасным. Как вариант, в этот слот можно установить модернизацию торпедные аппараты. Доступное снаряжение крейсера. Стандартная аварийная команда. Время работы 5 секунд и перезарядки 60 секунд. Ремонтный дивизион, который в базе 3 штуки. Наличие суперхилки существенно повышает потенциал выживания крейсера. Время работы суперхилки 20 секунд, а перезарядки 80. В третьем слоте гидроакустический поиск, время работы которого 100 секунд, а перезарядки 120. ГАП повысит выживаемость крейсера за счет обнаружения кораблей
на дистанции 5 км, а торпед на дистанции 3,5 км, а также повысит эффективность крейсера в борьбе с подводными лодками, дальность обнаружения которых 2 км. И в четвертом слоте поисковая РЛС с дальностью 12 км. Время работы РЛС с угольной модернизацией 24 секунды, а перезарядки 120. Наличие РЛС позволит возглавить охоту на эсминцы, которые ключевым образом влияют на победу. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем? Брисбен – интересный, но довольно сложный крейсер, который часто ловит ваншоты из-за крайне слабого бронирования. Крейсер имеет невысокую скорость и небольшое количество очков боеспособности, а невысокая дальность стрельбы и ужасная баллистика вынуждает действовать в смертельно опасной близости. Но взамен крейсер получил лучшую на уровне маскировку, торпеды с чудовищным потенциалом урона и возможностью имбирного пуска, хорошую маневренность и мощное ПВО. Главный калибр в свое распоряжение получил как бронебойные снаряды, так и фугасы с довольно простой реализацией. Арсенал снаряжения крейсера забит под завязку. Здесь и ремонтный дивизион, и гидроакустический поиск, и даже РЛС. Но, к сожалению, у крейсера нет жизненно важных для выживания дымов, в силу чего крейсер подойдет не каждому. Но тот, кто сможет выживать на Брисбен на протяжении всего боя, будет вывозить много урона и часто сможет влиять на исход боя. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео.